Приветствую вас на своем канале, мои дорогие творческие друзья. Итак, почему мобильная обработка? Буквально на днях я провел опрос на канале. 44% из проголосовавших хотели бы видеть тьюты по обработке фото на смартфоне. 30% предпочитают обрабатывать только на компьютере. И 26% хотели бы видеть обработку и на компьютере, и на смартфоне. Для тех, кто работает только на компьютере, я хочу предупредить. Видео, которое будет выходить по мобильной обработке, никоим образом не будет выходить в ущерб обработке на компьютере. Это будет дополнительным, сверх того, что я собирался показать по обработке в Lightroom и Photoshop. Про голосование в общем все. Хочу вам только сказать, проявляйте больше активности, я буду подстраиваться под ваши интересы. Итак, пора переходить на новый, более продвинутый уровень по обработке фотографий на смартфоне. И сегодня у нас как раз такой видеотьют. И мы с вами из такой фотографии будем делать вот такую. Если у вас нет похожего снимка, вы можете использовать мой исходник, который сможете скачать по ссылке под видео. Для обработки нам понадобится 3 программы. Мобильный Lightroom, Snapseed и VSCO. Во всех 3 программах мы будем использовать только бесплатные версии с доступными инструментами обработки абсолютно для всех. Поэтому, если у вас эти 3 программы не установлены, жмите на паузу, устанавливайте и возвращайтесь снова к этому видео. Итак, не будем терять времени, поехали! Открываем Lightroom, переходим в галерею, ищем необходимую для нас фотографию. Так, где она тут была? Добавляем. Переходим в каталог фотографий. Вот наш снимок. Ну что, приступим к работе. Можно перевернуть смартфон на бок и обрабатывать в альбомном режиме, кому как удобно, кому как нравится. Для меня, по большому, это не принципиально. В некоторых случаях даже удобно пользоваться, когда телефон находится вертикально. Итак, переходим в базовые настройки. Цвета убираем на минус 100, тени на плюс 100. Так, добавим немножко контрастности. Я думаю, что вот где-то, наверное, 10 будет достаточно. Так, черные двигаем влево. Порядок где-то цифр такой 50. Белые что-то не цепляются. Так, белые немножко тоже влево. Убираем излишнее свечение. Так, переходим в кривую и повысим контрастность путем S-образной кривой. Так, отлично. Поднимем немножко точку черного. Это придаст нашим черным оттенкам бархатистости. Кликаем «Готово». Так, идем дальше. Переходим в панель HSL Color. Немного приберем насыщенность. Где-то минус 25-35. Немного поднимем красочность. 25 будет достаточно. Вот, так цвета стали поинтереснее. Так, теперь переходим в регулировку цветов. И пойдем от обратного. Пурпурный уводим оттенок в сторону красного, насыщенность полностью убираем минус 100. Переходим в фиолетовый цвет. Оттенок убираем в сторону синих, насыщенность полностью в минус 100. Синий, насыщенность минус 100. Бирюзовый, насыщенность минус 100. Зеленый, насыщенность минус 100. Так, желтый, насыщенность минус 100. Оттенок полностью уберем влево, тем самым оставшимся желтым оттенком придадим оранжевого цвета. Переходим в оранжевый. Насыщенность немного убавим, где-то на минус 25-30. В оттенках в оранжевый добавим немного красного. Таким образом, наш оранжевый цвет станет более привлекательным. В нем появятся такие персиковые красивые оттенки. Так, переходим в красный. Красный делаем немного потеплее. Я думаю, что где-то плюс 10 будет достаточно. Насыщенность не трогаем, нажимаем «Готово». Вот такой снимочек у нас в итоге получился. Мы с вами снимок фактически обесцветили, но дорабатывать мы его будем, соответственно, в других программах. Так, давайте мы теперь сохраним это все в пресет, для того, чтобы в будущем использовать его на других фотографиях. И, по сути дела, одним мгновением обрабатывать фотографию. Давайте назовем этот пресет Black and Red. Нажимаем ОК. Нажимаем на значок экспорт. Он находится вверху в виде вот этой рогатки. Так, выбираем тип файла JPEG. Самые большие размеры. Качество 100%. Переходим в другие настройки. И здесь самое главное — это сохранить выходную резкость для экрана. Величину ставим высокий. Цветовое пространство CRGB. Если у вас какое-либо другое, обязательно установите это. Нажимаем галочку. Фотография
Фотография экспортируется. Здесь все. Выходим из Lightroom, переходим в Snapseed. Нажимаем на плюс, добавляем наше изображение. Не обращаем на предыдущие версии. Кликаем инструменты. В верхнем левом углу кликаем на коррекцию. Движением вверх и вниз выбираем необходимую корректировку. А движением влево и вправо делаем значение больше или меньше. Итак, добавим немного контрастности. Плюс 15. Световой баланс. Очень интересные инструменты. Можно регулировать контрастность изображений. Так, плюс 11. Так, давайте немножко прижмем тени. Это также добавит контраста нашему изображению. Ну и, пожалуй, здесь все. Кликаем галочку. Далее снова идем в инструменты. Выбираем сияние. Здесь можете попробовать поэкспериментировать различные фильтры, но мне нравится тот, который третий. Нажимаем галочку. Далее снова идем в инструменты. Выбираем резкость. Здесь у нас есть два параметра: резкость и структура. Сначала добавим немножко структуры. Ну вот, до 50 я обычно смело добавляю. На телефоне это выглядит намного интереснее, такой снимок. И немного добавим резкости. Ну, обычно 25 хватает. Кликаем галочку. Далее снова идем в инструменты, выбираем кисть. Теперь нам нужен фильтр Dodge and Burn. Отрицательное значение затемняет снимок. Положительное увеличивает. Ластик эффект убирает. Двойным щипком увеличиваем изображение. Также двойным щипком мы это изображение можем передвигать по экрану. Пунктиром обозначен размер кисти. На белые точки не обращайте внимания. Это у меня стоит в настройках, чтобы отображались движения моих пальцев. Они могут быть как меньше кисти, так и больше. Итак, наша задача немного осветлить светлые участки и затемнить темные. Пальцем просто-навсего проводим по необходимым участкам. Так, теперь поработаем с темными. Наше изображение с каждым движением становится интереснее. Так, пройдемся по потолку. Отлично. Теперь выберем светлую кисть, уровень 5. И пройдемся по отражению света на поручнях, по лампам. Так, отлично. Не бойтесь напортачить. Помните, что у вас есть ластик. Вы всегда можете убрать ненужные огрехи. Выбираем следующую кисть, насыщенность. Здесь то же самое. Плюсовое значение добавляет, ластик стирает, минусовое значение уменьшает. Сейчас будем с вами убирать все цветовые артефакты и тот цвет, который нам в принципе не нужен. Вот, например, шапка у девочки. Обесцветим ее. Давайте сделаем минус 5 и пройдемся немного по лицам, по рукам, чтобы не было таких красных непонятных оттенков. Так, товарищу тоже нужно немножко сделать. Кисти рук. Дальних пассажиров немножко обработаем. Так, здесь у нас лица тоже слишком красные. Вот здесь непонятные какие-то оттенки я лучше уберу. Вот здесь по бокам красный мне тоже не нравится. Я тоже его обесцвечу. Так, отлично. Где-то в некоторых местах есть оттенки. Тоже можно подобрать. Так, добавляем насыщенность. И теперь поработаем с красным цветом. Давайте вот эти поручни сделаем немного поярче, понасыщеннее. Самое интересное, что такую обработку можно делать даже находясь в общественном транспорте или в такси, или лежа на диване. Мобильные приложения тоже достаточно интересные. Snapseed мне очень нравится. Так, вот эти поручни сделаем одним движением. Ну что ж, очень даже неплохо. Так, ну что, вот такое изображение было. Вот такое изображение стало. Сверху можно посмотреть результат до и после. Итак, нажимаем галочку, переходим снова в инструменты. И давайте добавим, наверное, виньетку. Так, где у нас тут виньетка? Вот она, в самом низу. Отлично. Двойным щипком раздвигаем окружность. Здесь есть возможность отрегулировать внешние области и внутренние области. Давайте мы внутреннюю область сделаем поярче, а внешнюю потемнее. Так, нажимаем ОК. Здесь еще одна есть очень интересная функция. Можно добавить текст. Двойным кликом у нас всплывает сразу клавиатурка. Можно сюда добавить какую-нибудь надпись. Пусть эта надпись будет Black and Red. Двойным щипком увеличиваем или уменьшаем размер текста. Мы также можем изменить наклон. При выставлении параллельно горизонту вы почувствуете, как у ваш текст слегка закрепляется и пытается удержаться. Здесь можно выбрать различный текст, различные планочки. Есть даже очень интересные оригинальные варианты. Можно прописными буквами. Я оставлю этот вариант. Мне он нравится больше всего. Итак, нажимаем экспорт. Здесь можно выбрать любой вариант. Я выбираю экспорт в JPEG. Настройки нашего изображения сохраняются. Отлично. Закрываем Snapseed. Открываем VSCO. Двойным кликом активируем нашу фотографию. Еще раз двойным кликом ее загрузим. Так, внизу кликаем на настройки. Выпадают вот такие вот интересные фильтры.
Можете выбрать тот, который вам понравится. Мне больше всего в этом случае понравился фильтр, который называется J3. Он дает легкий, еле заметный циановый оттенок в темные цвета. И получается вот такой вот богатый, насыщенный черный цвет. Кликнув на сам фильтр, выпадает вот такой вот ползунок. И вы можете отрегулировать интенсивность наложенного фильтра. Отлично. Окей. Ну все. Кликаем далее. Можно опубликовать в SO. Я этого делать не буду. Сохраняю изображение. И, пожалуй, я его открою еще раз в Snapseed и сделаю немного поярче. И сделаю я это за счет светового баланса. Ну, наверное, где-то так. Да, вот так вот снимок смотрится поинтереснее. Все, сохраняем. Ну, давайте еще раз посмотрим результат. Итак, вот такое изображение у нас было. И вот такую красивую, крутую, топовую картинку мы с вами получили. Ну что ж, мои творческие коллеги, мне было очень приятно с вами пообщаться. На этом все. Друзья, если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Вам ничего сложного, а мне приятно. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь. Пишите в комментариях, как вам такая обработка. Желаю вам интересных сюжетов, отличнейших фотографий и до новых встреч! Like 22. Ask me how I made it right here in the booth. I'm always pursued cause of what I pursue. That's greatness, yeah, I gotta make it, I got things to lose. Boy, you wanna get in my crew, but you can't get in my crew. Me, XL and Huber, way too fireable. When this joint drop,